Как познакомиться с кореянкой и стоит ли это делать? Особенности знакомства и отношений с кореянками. Кореянки в отношениях с нами. Стоит ли начинать отношения с кореянками? Кореянки в мечтах и в жизни. Перевод с английского статьи от европейца с ником Рокон. Мужчина живет в Южной Корее. Про отношения с кореянками знает основания личного опыта. История из разряда must-see, прежде чем знакомиться с любыми азиатками, не только с кореянками. Отдельно обращу внимание, никакой игры слов с названием нет, потому что прежде чем думать про как, нужно понять зачем. Перевод получился немного вольный, с художественной обработкой. Основная цель была сохранить смысл того, что хотел донести нас Рокон. Далее от имени автора. Нюансы знакомства с кореянками. Возможно, одна из тем, которая всплывает наиболее часто, это вопрос знакомства с девушками в Корее. Многие ищут ответ на вопрос. Как я могу познакомиться с азиатской девушкой? Что ж, расскажу и я о моем опыте знакомства и о 8 месяцах отношений с моей чудесной подругой. Позвольте мне начать с выдержки из письма, которое я получил по электронной почте. Каким был ваш опыт знакомства с кореянками? Я не хочу, чтобы вы думали, что я хочу всего лишь развлечься. На самом деле мне очень-очень нравятся кореянки, такие нежные, ласковые и сладкие. Корейские девушки обладают хорошими манерами и ведут себя правильно. Мне кажется, я хочу иметь реальные отношения с кореянкой. Могли бы вы дать мне несколько советов? Заранее благодарен. Не буду критиковать выбор слов, хотя кое-что и настораживает. Просто попытаюсь ответить на вопрос. Во-первых, стоит забыть этих сладких корейских девушек со строгой моралью. Очень много стереотипов и заблуждений относительно азиатских девушек. Если вы иммигрант, вас могут раздражать люди с подобными взглядами. Особенно смешно, что многие европейские женщины увлекаются корейскими мужчинами, хотя иностранные мужчины тоже имеют свои фетиши в виде кореянок. Каково же это, реально знакомство с кореянкой? Ну, оставьте фантазии из дорам и сериалов для женщин, забудьте стереотипы. На самом деле все это так, и все иначе. На самом деле все вполне нормально. Происходит смешивание разных культур и без какой-то напряженности со стороны общества. Опыт действительно своеобразный, но не тот, о котором вы, возможно, думаете. Да, есть много блогов, в которых расскажется о том, как легко склеить азиатскую подружку. Вы ищете знакомство в баре или клубе? Тогда поздравляю, вы обязательно найдете подругу или друга в течение нескольких дней и часов. Но те ли это отношения, или это просто флирт? Конечно, не всегда так. Я знаю несколько хороших пар, которые встретились в ночном клубе. Потому что да, некоторые люди тоже приходят просто потанцевать. Но с точки зрения статистики, гораздо более вероятно встретить людей, ищущих в барах или клубах, не более чем быстрые случайные знакомства. Хотя так обстоят дела во всем мире, не только в Корее. Что касается моего опыта знакомства вне клуба или бара, это абсолютный взрыв мозга. Это не только сложно, но и на самом деле легко может оставить вас разочарованными. До моей нынешней девушки у меня была подруга, были другие. Я играл в эти знакомства, но эта игра отстой. И если вы еще не знакомы с игрой Мильтан, вы еще познакомитесь. Если коротко, Мильтан это флирт и игра на нервах. Примечание от Серпиня. Мильтан делают все корейцы, и оно подразумевает, что в определенный момент кореец или кореянка исчезает без вести. Это действительно ужасно. Так поступают не только корейские девушки, парни поступают так же. Я слышал, что точно так же дела обстоят и в гей-парах. Когда моя подруга и я стали заинтересованы друг в друга, игра в Мильтан началась. Однажды я сказал своей девушке прямо: прекрати играть со мной в Мильтан, или между нами все кончено. Но с тех пор все гладко. Так я взял контроль над ситуацией. Европеец мужчина и женщина-кореянка, разные культуры. Есть вещи, которые мы воспринимаем по-разному. Например, прекращение отношений с друзьями противоположного пола. Моя подруга говорит, что она понимает меня, у меня есть много друзей и доверяет мне. Но вообще, когда два человека вместе, не такая же хорошая идея общаться с другом противоположного пола. Хотя все-таки есть некоторые культурные барьеры, и это может осложнить ваше знакомство, так как на иммигранта очень часто смотрят свысока. Так, может быть, смотрят на больного или чистого любопытства. Сложности коммуникации тоже могут иметь место. И еще необходимо решать проблемы языкового барьера. Если что и цепляет, так это скорость прогрессирования отношений. Мне кажется, что события должны либо развиваться медленно, либо все должно быть быстро. Я признаю, что часть меня была напугана, когда родители моей подруги захотели посмотреть на меня и пообщаться во время моих поездок. Так что первый раз в отношениях все было под контролем. Совсем недавно дело даже дошло до пары колец. Хотя это ничто по сравнению с людьми, потерявшими, по мнению общества, лицо. Это особенно заметно, если вам за 30 и вы не женаты. Вы считаетесь слишком стар. Что на самом деле особенно в кореянках. Помимо того, что я уже упоминал, корейские девушки на самом-то деле не представляют собой ничего особенного.
Это то же самое, как быть с кем-то еще, с девушкой из любой другой нации. Просто парни и девушки. Забудьте фантазии. Пусть мыльные пузыри лопнут. Мы общаемся, смотрим вместе фильмы, едим, делаем друг другу приятно. И все такое прочее. Все идет к тому, что ее семья примет меня окончательно. Мы говорим о тех же пустяках, как любая другая пара любой национальности. Отношения с кореянкой – это сложно. Если вы хотите простого, качество будет равно усилиям. Помните, что это люди, скорее всего, имеют высшее образование, определенные стандарты и цели. Кто идет против социальной нормы, часто клеймят за выбор пары, за то, что вы отличаетесь от других корейцев. Так что подход не должен быть, как познакомиться с кореянкой, а скорее, что я могу сделать для знакомства с кореянкой. Автор истории Рок Он. Перевод с английского Серпень.